Глава по криптовалюте и цифровым активам Белого дома Дэвид Сакс сказал, что июль станет самым важным месяцем для крипторынка, поскольку Штаты подпишут два важнейших законопроекта, направленных на поддержку криптовалюты, а также на создание долгожданных правил регулирования, которые наконец-то дадут крипте правовой статус в США. Но это, друзья, только цветочки. Именно в июле может наступить лето альткоинов, ведь ожидается, что SEC одобрит спотовые ETF, одним из которых станет Solana. Причем вероятность одобрения новых крипто-ETF составляет аж 90%, что вполне реально, учитывая новое руководство SEC. Также июль станет важным месяцем для холдеров XRP, ведь все больше появляется информация о том, что Илон Маск интегрирует систему платежа Ripple в X, который в ближайшее время запустит полноценную торговую платформу, куда также могут интегрировать одного из лидеров по быстрым платежам в США, монету XLM. И если в целом оценить динамику многих монет в июле, можно сказать одно: это точно будет месяц альткоинов, ведь новые ETF, консолидация эфира, интеграция XRP в X — это все зеленые сигналы для всего рынка альткоинов. Ну и конечно же не забываем, что на горизонте снижение ставок ФРС, о котором лично заявил Джером Пауэлл, а значит сейчас официально стартует фаза накопления самых перспективных и интересных монет, которые смогут показать наибольшие проценты роста в предстоящем восходящем цикле. И сегодня в ролике мы разберем самые важные события июля, которые окажут влияние на альткоины, а также поговорим об отдельных перспективных монетах, ведь месяц обещает быть очень интересным. А что касается большого биткоин-прогноза на июль и в целом вопроса, каким будет месяц, красным или зеленым, мы ответим уже в новом видео. И чтобы оно вышло как можно раньше, поставьте минимум 1000 лайков, ведь для биткоина июль также станет важным месяцем. А учитывая наш прошлый прогноз, в котором я сказал, что черным лебедем в июне станет Трамп, а также его тарифы и нестабильность в геополитике, что в принципе оказало основное давление в первом месяце лета, то новый прогноз на биткоин будет очень важный. Поэтому обязательно ставьте лайки и пишите комментарии, за которые вы, кстати, можете получить $10, как вот этот пользователь. А если вы будете подписаны на наш телеграм-канал, то дополнительно вы получите еще $10. В комментариях я стараюсь отвечать всем, так что задавайте вопросы, пишите темы, которые вас интересуют, и будем все это вместе обсуждать. А вам желаю приятного просмотра. Вы на канале Coin22, мы начинаем. Что ж, друзья, как вы уже догадались, в июле реально будет много важных событий, оказывающих влияние на криптовалюту, особенно на отдельные альткоины. И, конечно же, я не рекомендую вам их пропускать. И для этого лучше всего подписаться на наш телеграм, где мы публикуем подобные события и разбираем их влияние на рынок. В отличие от многих каналов, мы не выкладываем все подряд, а фильтруем информацию, ищем самые интересные новости и следим за тем, как торгуют Smart Money. Поэтому, если вы хотите оставаться в курсе происходящего и узнать, как этот трейдер превратил $6800 в 1,5 миллиона за пару месяцев, переходите и подписывайтесь. Но несмотря на то, что в июле будет много событий, связанных с криптой, не менее важно будут экономические данные, от которых сейчас и зависит основное движение рынка. Так вот, в первую очередь, нам нужно будет следить за отчетом по инфляции, который опубликуют 15 июля. Но зачем он нам нужен? Проблема в том, что прошлые данные показали рост впервые с февраля этого года. Да, он был незначительный, но тем не менее рост инфляции — это всегда негативный сигнал для криптовалюты. А также под конец этой недели был опубликован ценовой индекс. Он также отражает уровень инфляции, и ФРС отдает предпочтение именно этому индексу. Отчет также показал первый рост с начала февраля, причем данные превысили ожидания. Это говорит о том, что опасения Пауэлла по поводу давления тарифов Трампа на инфляцию могут подтвердиться. Почему это плохо? Потому что до этого Пауэлл прямо сказал: если инфляция расти не будет, мы получим первое снижение. Следовательно, от ИПЦ 15 числа будет зависеть то, как быстро снизят ставки. Я имею в виду в сентябре или октябре. Ведь если говорить о заседании 30 июля, то конечно же вероятность на снижение ставки после него составляет всего 18%, то есть гарантированная пауза. Таким образом, сейчас ожидания по ставкам следующие: 30 июля пауза, 17 сентября снижение на 0,25% до уровня 4,25%, 29 октября также снижение на 0,25% до уровня 4%. Про 26 год говорить пока рано, ведь сначала нужно понять, что происходит с инфляцией. Вот в этом ролике, который я обязательно рекомендую вам посмотреть, я говорил, что снижение ставок сделает кредиты более дешевыми, ФРС начнет выкупать гособлигации, доллар будет падать и на рынок поступит новая ликвидность, часть из которой направится в крипторынок. Именно поэтому вначале я сказал, что июль и ближайшие пару месяцев станут накопительными, ведь если до того, как ФРС начнет снижать ставки, у вас в портфеле не будет никаких монет, вы можете не успеть запрыгнуть в первый вагон и вместе с биткоином и всеми альтами отправиться вверх. Поэтому за данными по инфляции 100% нужно следить. А что по поводу заявления Дэвида Сакса и новых законопроектов? В Палате представителей США прямо сейчас готовится мощнейший прорыв по криптовалютному регулированию. Да, речь идет сразу о двух ключевых законопроектах — Genius и Clarity. Первый касается стейблкоинов, а второй — полной рыночной структуры крипторынка. И вот что важно, республиканцы хотят
протащить оба документа одним махом, причем буквально в течение ближайших недель. По инсайдерской информации, план такой: проголосовать за оба законопроекта в рамках одной процедуры и уже 7 июля передать закон о стейблкоинах президенту Трампу на подписание. Трамп, кстати, полностью в теме. Он уже призвал Конгресс молниеносно двигаться к этому вопросу и не тормозить процесс ни на секунду. И хотя некоторые лидеры палаты пока публично не взяли на себя обязательства поддерживать это решение, переговоры идут полным ходом. Цель не просто проголосовать, а сделать это так, чтобы продвинуть вперед и второй, более сложный законопроект. Закон о ясности, касающийся всей рыночной структуры крипты. Почему это важно? Потому что в Сенате его продвижение может затянуться. А вот если его привязать к более популярному законопроекту о стейблкоинах, то шансы резко вырастут. Под давлением сенаторов, в том числе автора законопроекта Билла Хаггарти, а также Тома Тиллиса, Палата представителей уже готовит почву. А сенатор Тим Скотт заявил, что планирует вытащить этот законопроект из банковского комитета к сентябрю. Проще говоря, в ближайшие месяцы мы можем стать свидетелями самой настоящей криптореволюции в США. Если эти законы примут, то это откроет новую эру для всей индустрии. От регулирования стейблкоинов до четкой структуры для криптобирж, а также DeFi. Вот поэтому Дэвид Сакс и сказал, что июль будет важным. А тем временем Трамп снова вспомнил про биткоин. Поэтому будем за всем этим следить. Также недавно начали активно обсуждать информацию о том, что Илон Маск интегрирует в X полноценную платежную систему, а также торговую платформу. Но при чем здесь XRP? Илон Маск снова делает ход, который может перевернуть все. Платформа X, это бывший Twitter, приближается к тому, чтобы стать настоящим приложением для всего. Да, именно так, в духе WeChat. Гендиректор X Линда Якарина официально заявила, что уже совсем скоро пользователи смогут инвестировать и торговать прямо внутри приложения, возможно даже в июле. То есть X превращается не просто в соцсеть, а в полноценную финансовую платформу, где можно будет оплатить пиццу другу, вложиться в акции, купить криптовалюту, и все это не выходя из X. Компания рассматривает запуск дебетовой карты под брендом X, что намекает на еще более тесную интеграцию с повседневными платежами. Маск уже давно намекал, что X станет чем-то большим, чем просто соцсеть, и теперь все движется в этом направлении. Напомню, еще в мае он подтверждал запуск проекта X-Money, и бета-версия этой одноранговой платежной системы уже на подходе. Но интересно то, что прямо в приложении может быть интегрирован XRP, а также токен XLM, так как сейчас эти проекты изучаются для корпоративного использования в виде платежей, поскольку они предлагают скорость и низкие комиссии. Тот же фонд Franklin Templeton недавно заявил, что они могли бы сэкономить миллионы долларов на комиссиях и ускорить свой бизнес, переместив все в блокчейн XLM, что, кстати, они уже начали делать. На данный момент пока еще нет официального партнерства между приложением X, а также Ripple, но Маск неоднократно поддерживал гендиректора Ripple, а также на днях появились слухи о том, что Илон Маск инвестировал 104 миллиарда долларов в XRP. Ripple — это большая система платежей на рынке США, и то, что его подключат к приложению X, вполне возможно. Именно из-за этого за последние месяцы киты активно приступили накапливать монеты. Возможно, они знают больше нас и к чему-то готовятся. И если будут какие-то интересные анонсы по этому поводу, то я сразу вам сообщу, потому что любая положительная новость для той или иной монеты — это перспективный сигнал для добавления ее в портфель. Но поскольку сейчас рынок консолидируется, портфели у инвесторов стоят, поэтому все колебания рынка — это возможность для заработка на трейдинге. Здесь самое главное знать, когда входить в рынок и по каким монетам. И в этом вам всегда поможет наша подписка Pro. Там есть все, что нужно не только для опытных трейдеров, но и для новичков. Мы предоставляем обучение, поддержку, сопровождение и формируем спотовый портфель. Но главный упор мы делаем на трейдинг. И сейчас продолжаем фиксировать профит на падении и росте эфира. Поэтому если вам интересно, как торговать в плюс по самым лучшим точкам входа, напишите нам по ссылке в описании. А мы давайте перейдем к теме новых ETF. По поводу ETF, похоже, нас ждет настоящее криптолето, потому что SEC может уже в ближайшие недели открыть двери для нового потока ETF. И на этот раз речь идет не только об эфире, но и о Solana, XRP и целых криптовалютных индексах. Для тех, кто не понимает, что такое ETF, рассказываю простыми словами. К примеру, возьмем биткоин ETF BlackRock. Это инвестиционный фонд, который позволяет инвесторам покупать акции, связанные с биткоином, не покупая саму криптовалюту напрямую. Вместо того, чтобы хранить биткоин на своем кошельке, BlackRock управляет этим активом, а инвесторы покупают долю в фонде. Цена акций ETF будет следовать за ценой биткоина, давая инвесторам возможность участвовать в росте или падении его стоимости. Это удобный способ для тех, кто хочет вложиться в криптовалюту, но не хочет разбираться с хранением и безопасностью биткоина. И сейчас именно ETF BlackRock приносит основную часть капитала прямо в биткоин. А вот по поводу новых ETF, аналитики Bloomberg уже говорят прямо: готовьтесь к сезону ETF альткоинов, и вполне возможно, что Solana станет первым кандидатом, который выстрелит. Эрик Балчунас и Джеймс Сейфорд сообщили, что SEC может одобрить ETF на основе широких криптоиндексов уже в июле. А Solana в числе главных кандидатов. Вероятность одобрения по их оценке 90%. Это значит, что к биткоин ETF, а также эфиру очень скоро может добавиться целая линейка новых продуктов, открывающих огромные потоки институционального капитала, который пойдет в альты. И это далеко не все. Эмитенты вроде Grayscale, Bitwise и других уже подали заявки на индексные ETF, то есть те, которые отслеживают сразу несколько монет. Это похоже на индексы на фондовом рынке. И, кстати, их преимущество в том, что, например, вы не знаете, кто выстрелит из альткоинов, поэтому вы инвестируете в целый индекс. И если одна или две монеты растут,
растут, то конечно же цена всего индекса также увеличивается, несмотря на то, что другие монеты могут отставать. Поэтому я думаю, у этих индексов будет хороший спрос в США. По словам главы 21 Shares, именно такие продукты станут следующим массовым трендом, особенно когда крупные брокеры наконец-то откроют прямую торговлю криптой. Интрига нарастает, особенно вокруг Solana ETF, потому что SEC уже начала обсуждать с фондами детали ее включения в биржевые продукты, а значит запуск это уже не фантазия, а вопрос времени. Конечно, в мае SEC уже отложила решение по ETF-заявкам на Solana, но то, что компании Grayscale, VanEck, 21 Shares, Canary Capital, Bitwise, Franklin Templeton и Fidelity подали заявки S1, и в целом сейчас SEC положительно настроена на криптовалюту, одобрение гарантировано. Вопрос только во времени. Если все документы будут готовы и они устроят SEC, то решение мы получим уже в середине июля. Но даже если при самых негативных обстоятельствах SEC решит перенести свое решение, то нужно понимать, что в 2025 году одобрение точно будет, ведь реальных оснований отказывать нет. А что происходит, когда на рынке появляются новые ETF? Они получают приток капитала от фондов, и это пампит цены монет вверх. А учитывая, что рынки находятся в преддверии снижения ставок ФРС, то приток ликвидности может пойти именно в эти ETF, поскольку в такое время большие инвесторы делают ставку на риск, а самые большие проценты прибыли приносит именно крипта, и никакой другой актив этого сделать не может. Со своей стороны я постараюсь сделать так, чтобы вы узнали об одобрении новых ETF раньше всех, так что проверьте подписку на YouTube и Telegram. Тем более сейчас в Telegram-канале у нас проходит розыгрыш кошелька Ledger, и именно вы можете его получить. Также июль станет важным месяцем для эфира. Но почему? Кажется, крупные деньги уже начали двигаться. И это может означать только одно. Нас ждет мощное движение в июле. Смотрите, сейчас эфир будто затаился. Уже несколько дней эфир топчется в узком диапазоне, без особых скачков. Но за этой тишиной явно что-то скрывается. После громкого заявления Трампа о прекращении огня между Израилем и Ираном, о котором мы говорили в этом видео, эфир зафиксировал рост на 8%, но дальше началась консолидация. Казалось бы, рынок снова в режиме ожидания, но на самом деле это затишье перед бурей. Об этом сообщают многие аналитики. Есть сразу два серьезных сигнала. Во-первых, институциональные инвесторы начали активно заходить в ETF-фонды. За последнюю неделю приток капитала составил $206 миллионов. Это в 5 раз больше, чем неделю назад. Во-вторых, индекс Smart Money, это инструмент, который отслеживает поведение опытных инвесторов, поднялся на 1% за эту неделю. А это прямой сигнал. Киты и фонды накапливают эфир. Именно так и выглядит классическая подготовка к движению. Тихо, без шума, пока розничные инвесторы ничего не видят. Но если этот бычий сценарий подтвердится, то эфир может спокойно дойти до вот этой зоны сопротивления. Хотя, если учитывать последние данные по инфляции и слабую динамику в июле, то мы, конечно же, будем рассматривать вот эти диапазоны поддержки для накопления. Ведь сейчас любая просадка играет нам на руку, потому что чем ближе мы подходим к началу снижения ставок ФРС, тем меньше времени у нас будет для накопления, и придется уже покупать по более высоким ценам. Но что касается покупки, а именно какие монеты покупать, на каких уровнях, как это все усреднять и дальше фиксировать профит, я расскажу в отдельном новом топе, который мы скоро сделаем. Но если вспомнить вот эту схему перехода капитала, то рост эфира станет положительным сигналом вообще для всех альтов. Похоже, мы с вами стоим на пороге настоящего роста альтов, и все указывает на то, что в центре этого движения снова окажется эфир. Смотрите сами, индикаторы, графики, аналитика, все начинает сходиться в одну точку. Эфир завершил одну из самых ключевых фаз по Вайкофу. Это так называемая схема повторного накопления, и теперь многие ожидают мощный прорыв. По словам аналитиков, следующим шагом может стать движение к уровню 3200, а потом и к новым максимальным уровням. И некоторые эксперты даже называют цифру в $10 тысяч. И анализируя волны Эллиота, потенциал у эфира это где-то 9400 и $10 тысяч. И все это может произойти в рамках текущего рыночного цикла. Но, конечно же, о 2025 году речи не идет. Теперь внимание, индекс альсезона показывает, что мы еще в начале пути. Прямо сейчас биткоин по-прежнему доминирует, 65,7% всей капитализации. И вот как это обычно работает. Как только биткоин доходит до примерно 70%, начинается разворот, и альткоины начинают расти один за другим. Мы уже подобное видели. Эти циклы повторяются снова и снова. Альткоины пока отстают, но именно в этом и кроется их потенциал. Рынок еще не перегрет, и это отличное окно, чтобы подготовиться. Институциональные инвесторы уже начинают заходить в эфир через ETF, а розничные инвесторы пока только ждут. В прошлом ролике я показывал, что вот этот индикатор достигает дна в июле и начинает расти ближе к осени, а значит лучшего времени для накопления альтов, чем сейчас, может уже и не быть. Но сейчас для роста не хватает спроса. Например, биткоин снова начинает фазу, когда все вроде бы стабильно, но в воздухе чувствуется тревожное ожидание. Сейчас биткоин торгуется выше 105 тысяч. Это зона ключевой поддержки. Но вот в чем дело. Объемы слабые, биткоин-метрики остывают, инфляция снова поднимает голову, и все это указывает на одну вещь – дальнейшую консолидацию. На выходных и в начале недели была просто бешеная волатильность. Ликвидация лонговых шортов на десятки миллионов. Всего за сутки было ликвидировано 50 миллионов. Да, немного, но тем не менее. Причем с обеих сторон. И это значит, что рынок просто выносит и быков, и медведей. Открытый интерес биткоина упал на 7%. Рынок перезагружается. С технической стороны биткоин так и не смог пробить уровень 109 тысяч. И сейчас торгуется в нисходящем канале. Но самое интересное – это диапазон 103 и 104 тысячи. Там и дневной разрыв справедливой стоимости, и 200 EMI. Это сильная поддержка. Именно отсюда может начаться отскок. Но без реального импульса и роста активности в сети мы, скорее всего, останемся в этом боковике.
пуховике. А теперь плохие новости. Инфляция снова пошла вверх. Вначале я сказал, что последний отчет показывает, что базовая инфляция в США выросла до 2,7%, а это выше прогноза. Это первый рост февраля, а значит ФРС будет держать ставки, не смягчая политику. А это в свою очередь продолжает давить на рискованные активы, включая биткоин. Да, рынок до сих пор верит в понижение ставок, и не зря, но пока ФРС не видит в этом необходимости. И если судить по данным Glassnode, то пока в сети не чувствуется ажиотаж. Объемы переводов упали на 36%, а активность спота вялая. Так что прямо сейчас у нас не падение, не рост, а просто выжидание. Биткоин и весь рынок просто ждут новый импульс. Именно поэтому июль можно официально назвать месяцем накопления и подготовки к предстоящим событиям, а именно снижению ставок, который 100% изменит все. Конечно, в этом месяце еще будет много разных отчетов, разлоков монет, разных данных, но сегодня мы разобрали самое главное, а все второстепенные события мы будем разбирать в новых роликах и в нашем телеграм-канале. Так что подписывайтесь, ведь там скоро выйдет большой календарь событий на июль. Ставьте лайки, чтобы прогноз биткоина на месяц вышел раньше. Пишите, что вы ожидаете от июля, и скоро увидимся. Всем желаю удачи, до скорых встреч.